Всем добрый день! У меня сегодня, можно сказать, незапланированное любительское видео. Сегодня я хочу похвастаться тем, что я получила с Валберес, я делала заказ, и более подробно расскажу о пальто, которое вы уже видели на мне. Я о нем не рассказывала еще, просто показывала так, ролик был такой под музыку, да, то есть без слов. Ну и, возможно, в конце я немножко расскажу о своем похудении, вернее, даже не о похудении, а о процессе того, что я вообще делаю с собой, со своим телом и так далее, да, чтобы выглядеть лучше и чувствовать себя, естественно, лучше. То есть больше здесь, наверное, не внешний вид, а именно чувствовать ощущения, да, свои. В общем, об этом я, наверное, в конце, если кому-то не интересно, просто не смотрим конец видео и все. Ну, итак, давайте начнем все-таки с того, что я получила на Валберес. Начну я вот с этих вот застежек. То есть это не застежки, я неправильно сказала, это пряжки на пояса. Пряжка у меня здесь, по-моему, 5 сантиметров шириной, то есть резинка должна быть 5 сантиметров, или пояс, да, 5 сантиметров, то есть по внутренней части вот здесь 5 сантиметров. Ну и, конечно же, к ним, значит, вот такая вот и вот такая. К ним я заказала резиночку. Тоже, чтобы она входила 5 сантиметров. На вот эту светленькую я заказала белую резиночку. Вот с этими с черными такими глазками я заказала черную резиночку. Резиночка, кстати, необычная. Я сейчас, вот она резиночка у меня. И называется она помочная или помощная. Не знаю точно, как это называется. В общем, она такая идет с рельефным таким рисунком по лицевой стороне. Ее не то, что можно не прятать, ее, наверное, нужно не прятать в ткань, то есть под ткань, да, то есть в пояс пришивной, а именно вот эту резиночку уже можно пришивать к изделию, к юбке или к брюкам, чтобы она вот именно вот так вот видно было, да, вот эти вот красивые рисунки. Кстати, рисунок одинаковый. И черную, и белую. Я белую взяла, вот, я уже сказала, да, под эту пряжечку. То есть я взяла для себя, себе не для того, чтобы пришивать к изделию, хотя тут тоже как бы есть возможность. Такая резиночка не маленькая, по-моему, 3 метра. По-моему, 3 метра. Нет, 2,5 метра здесь. Ширина 5 сантиметров. Я взяла для того, чтобы сделать пояс. То есть мы делаем вот так вот нужное количество под свою талию. Естественно, с учетом вот этого вот. Сейчас я введу вот так, да, то есть вот так мы с учетом подгибки вот этой здесь хорошо, красиво прострачивается, и вот так вот у нас будет вот такой красивый пояс. У меня будет белый и черный. Ну, я уже, наверное, не буду о резинке. Резинка, кстати, достаточно плотненькая, такая, достаточно такая, чтобы она не скручивалась, да, при носке, потому что у меня талия, то есть вот это вот место, где талия, у кого-то красиво ровно, да, вот идет, а у меня она, ну, как правильно сказать, мягкое это место, еще пока мягкое это место, как у многих. И, допустим, когда при движении или наклоне, или вот так вот, когда сидишь, резиночка может согнуться, может сминаться. Ну вот она достаточно такая плотненькая. Я, кстати, уже ее на себе примерила. Не нужно ее сильно натягивать, а нужно именно, чтобы было комфортно. То есть если делать вот такой ремешок, поясок, то нужно именно комфортную длину отрезать. В общем, это с этим все. Я думаю, что здесь все понятно. Еще я заказала, девочки, кант. Заказала еще, по-моему, у меня в заказах идет кант. Сейчас посмотрю. Да, еще есть один кант, ну, такой черный. Вот это вот краешек, вот этот, который будет выглядывать, он черный у меня. По-моему, черный. Нет, темно-синий. Ну и вот, и как я всегда люблю все блестящее, взяла вот один такой вот, как с люрексовой ниточкой, а второй вообще, он тут просто какое-то что-то волшебное, со стразами. Да, он прям со стразами, он вот так вот идет, вот такой вот. Он небольшой, его куда-нибудь, я не знаю, вот так вот под воротничок, да, или куда-то вот там под манжетики, то есть именно чтобы он выглядывал, вот это вот
вот это вот краешек со стразиками. Очень красиво, поэтому его тут немного, а вот этого уже побольше. То есть здесь можно уже использовать, как я хотела, но у меня не получилось, я не дождалась. Вот здесь вот используют, да, когда вот здесь вот подбор с подкладкой сшивают, вот здесь используют вот этот кант именно по переду. По спинке его не используют, в основном вот только по переду. Ну или вообще вот, не знаю, где-то на стыках, швах, вот здесь вот, да, вот по этим краям. Ну, не пальто, может быть, а что-то другое, какие-то кофточки. Здесь его уже побольше. И вот этого темно-синего тоже, по-моему, столько же. Ну, вот так вот, если сложить, ну, наверное, 3 метра, наверное, есть. Точно я сейчас не скажу, потому что я уже не помню. Но вот этого черного 10, то есть темно-синего 10 метров, здесь вот мне прямо пишут. Так, а этого почему я не помню? Сейчас посмотрю. Так, вот этот у меня идет всего 1 метр. Вот этот вот со стразиками, который... Цены, кстати, я не называю, потому что цены меняются, цены будут меняться. Вот этого 4 метра. Вот этого 4 метра. Цены будут меняться, потому что я заказывала, когда была Черная пятница, или какие вот скидки там какие-то были, да. Поэтому сейчас в любом случае цены будут другие. Я сейчас не буду вас дразнить низкими ценами. Вот. Ссылочки обязательно оставлю под этим видео в телеграм-канале. И, конечно же, я сейчас покажу и расскажу, что я купила из ткани. Ну, как же без ткани, да, как же я и без ткани. В общем, ткань называется мятный кролик. Я не знаю, это, наверное, цвет мятный кролик, но он совсем не мятный. Он такой, знаете, какой-то серовато, или грязный белый, или какой-то легкая серость какая-то. В общем, мяты здесь и в помине не видать. Это трикотаж с люрексом. Очень такой интересный трикотаж. У него тут какие-то, знаете, как ячеечки, как соты. Я не знаю, будет видно, нет? Очень красиво переливается. Так, что у нас с эластичностью? Ну, эластичности я бы сказала, что тут нет эластичности. Это просто вот как то, что это трикотаж. Я бы не растягивала, то есть я бы в обтяжку точно не делала бы, не шила. Вот, по-моему, даже по длине, или это была ширина? Нет, это была... Вот тут вот непонятно, где ширина, где длина. По-моему, вот она кромочка, да. И по ширине вроде как что-то есть, но она плохо собирается. Вот я ее растягиваю, и она, ну, не очень так хорошо растягивается. То есть трикотаж такой, знаете, как... В общем, не советую шить в обтяжку из такого трикотажа. Конечно, лучше вот что-то такое свободное, если, допустим, какая-то блузка с летучей мышью или просто цельнокроенный рукав какой-то такой свободный, да, ну, то есть, мне кажется, будет классно. Можно и платье такое тоже с цельнокроенным рукавом, но у меня 2 отреза по 1 метру в длину. Кстати, нужно, наверное, проверить, да, метр это или не метр. Опять же, по цене я ничего не говорю, потому что... Так, это у меня что? Это кромка? Да, вот так, да, по кромке. Здесь, кстати, маленький-маленький брак, но это по кромке, поэтому я на него внимания не обращаю. Там эта кромка, это место срежется. Измеряем. Что получается? Очень приятно, 1,06 м. Может быть, конечно, он криво отрезан, но все равно. То есть не меньше. Метр уже хорошо. У меня и таких отрезка 2. Что я буду шить, не знаю. Возможно, это будут брючки. Возможно, это будет платье. Возможно, это будет какой-то костюм. Ну, в общем, интересная ткань. Мне понравилось именно вот эти вот, то, что вот ячеечки вот эти какие-то. Хорошо было бы, конечно, если бы они были крупнее, потому что, когда я смотрела на фото эту ткань, то мне казалось, что там эти ячеечки намного крупнее. Я прям хотела. Ну нет, так нет, ничего страшного. Дальше у меня идет сеточка. Сеточка вот с такими бабочками. Это как напыление, я так понимаю, такие бархатные бабочки. Но я думаю, что впоследствии, со временем, эти бабочки будут стираться. То есть у меня была похожая ткань, очень красивая, мне очень нравится такая тканюшка.
У меня была такая ткань, но они стираются. Сетка, знаете, как мягкий фатин. Как мягкий фатин, да, есть, конечно, эластичность, но я думаю, что лучше не использовать эту эластичность, ну, то есть не шить в обтяжку. По длине эластичности нет, а по ширине она такая есть, но, видите, она деформируется. То есть, если ее натягивать, то она деформируется. Бабочка деформируется, сама ткань деформируется. Думаю, что видно, да? Видно. То есть не нужно ее так натягивать. Что-то такое тоже свободное. Но у меня есть задумка одна, о которой я пока сейчас не расскажу. Это мой секрет. Если у меня не получится, то это уже будет, как говорится, я никому ничего не пообещала. А если я пообещаю и не получится, то будет очень неприятно. И вот такая еще сеточка. Тоже похожа на мягкий фатин. Но немножко сеточка другая. Тут сама сеточка немножко другая. И вот такая вот такой вот рисунок. То есть как бы вышивка пайетками на сетке. Как показать, чтобы было видно? Вот так видно, да? Вот они вот такие вот разные полосочки. Тоже прикольно. И вот я думаю, что либо вот его, либо ее использовать на ту мою задумку, либо вот это. То есть я пока думаю. Ну, в общем, вот такие вот у меня покупки новые. Вроде бы все рассказала, вроде все показала. Так, сейчас я посмотрю, что еще я, может быть, куда-то спрятала. Ну еще пуговки заказывала. Ну, пуговки, я думаю, вот такие вот пуговки я заказывала. Еще другие пуговки. Ну, то есть пуговки я показывать не буду. Ну и клеевой материал я еще заказывала. Смотрите, у меня паутинка. Так, паутинка 1 сантиметр шириной, клеевая паутинка, и 2 сантиметра, по-моему. Да, и 2 сантиметра. Это просто паутинка. Посмотрите, какие большие бобины, да, то есть тут прям пользоваться можно много лет, наверное. И одна паутинка на бумажной основе. Она уже такая паутинка в клеточку. То есть вот как бы иногда и такая нужна, иногда и такая нужна. Вот это удобно, когда мы обрабатываем неровные края, полукруги какие-то там, ну вот такие вот, да, там овалы какие-то, ну то есть закругленные, да, им больше удобно, легче, то есть. В общем, и то пригодится всегда, будет нужно. Ну и вроде бы все на сегодня о моих покупках. Ну и давайте я немножко расскажу все-таки о своем пальто. Поближе поставлю сейчас. Ну и, конечно же, я расскажу, то есть покажу полный образ, как я ношу его сейчас на улице. Вот такой вот у меня шарфик. Тут даже не шарфик, девочки, заказывала я вот такой гипюр реснички. У меня здесь 4 ряда ресничек. И я просто вот так взяла. Просто сегодня поняла, что у меня нет черного шарфика. Я просто нашла вот этот вот кусочек гипюра и использую его как шарфик. Вот так чик-чик, спрятала. Здесь у меня стоечка. Немножко вот так вот поднять, чтобы было видно, да, то есть так, шапка слетает, картуз мой. Все, и вот так вот надела. Отлично. Что расскажу про пальто? Смотрите, ну в принципе образ вроде как неплохой, да, у меня сегодня были черные перчатки, черные брючки, даже не черные, а черно-синие, по-моему, брючки, ну и черные сапожки на каблуке, полусапожки. Образ в принципе получился неплохой, и сумочка тоже была черная. То есть к такому яркому синему пятну, как бы все черное, как контраст, очень классно, но мне очень понравилось. Вот я думаю, у меня осталась вот такая ткань, и я думаю, может быть, мне сшить какие-то брючки к этому пальто, то есть будет как костюм, да. А почему это не жакет? Потому что действительно получился достаточно плотное такое изделие, потому что я каждую деталь дублировала. Кстати, дублирующий материал мне попался не очень качественный. Поэтому мне пришлось дополнительно подсыпать сухой клей между дублирующим материалом и тканью.
и тогда он более так крепко держался, потому что, ну, прям не клеился и все. Вот приклею, он прям хорошо вот так вот отходит легко. Ну, как бы, ну, а как сшивать, а как носить? Ну, а смысл тогда от этого клейкого материала? В общем, получилось, что мне пришлось помучиться с этим пальто. Именно при дублировании деталей. Ну и я о чем хотела сказать? О том, что ткань, то есть это изделие, ну как бы может быть визуально, например, вот со стороны или там по камере, да, может быть это кажется как жакет, но вот так вот на него, когда вблизи смотришь, нет, это прям пальтишко, полупальто, коротенькое. Так вот, у меня осталась ткань такая еще. И, может быть, можно сшить еще брючки, может быть, какую-то юбку на подкладке. Брючки, если, кстати, брючки шить, то все равно надо будет делать подкладку хотя бы, ну, может быть, ниже колена, да, по переду и ниже ягодиц по задней половинке, потому что ткань натуральная шерсть, она может вытянуться. У меня немножко вытянулись при ВТО плечи, вот так вот. Мне пришлось их здесь немножечко подбирать, да, можно сказать. Рукав я, кстати, хотела сказать, рукав я делала совершенно прямой. Ну, я имею в виду здесь заужала, конечно. У меня по базовой выкройке, у меня 5 в одном рукав. Так вот, этот рукав называется зауженный. Нет, классический. Да, классический я выбрала рукав. То есть у меня там 5 в одном, то есть это короткий рукав, длинный прямой, длинный классический, то есть легкое заужение, там, по-моему, по 2,5 с каждой стороны сантиметра, зауженный длинный и с выточкой. Вот, я не стала здесь заморачиваться, у меня здесь одношовный рукавчик, классический, то есть классическое заужение. И что самое здесь интересное, это рельефы. То есть я решила, у меня вот они по переду рельефы, здесь никаких выточек нет, вот они рельефы. Боковой срез, то есть подкрайного бочка здесь нет, просто подкрайной срез, на две части разделила полочку, то есть одну половинку полочки, да, и на две части у меня получается вот спинка. Вот здесь у меня рельефы сходятся, вот так, вот прям по середине плеча, вот он у меня идет отсюда рельеф вот сюда в плечо, и отсюда идет сюда. Конечно же, здесь в рельефы заложено приталивание и по центру спины, и в рельефах, везде, по центру спины тоже идет шов. И что касается воротничка, вот он у меня воротничок. На полузанос, да, вот идет у меня, на полузанос идет сразу воротничок, вот этот уголочек, и воротничок сразу идет вот от плеча, идет цельнокроенная планочка. Вот здесь она, то есть цельнокроенная стоечка. Вот здесь она у меня соединяется, вот шов по спинке, центр, вот сюда соединяется, вот он получается шовчик. То есть от плеча и до центра спины у меня вот здесь вот идет строчка, то есть пристрочен сам воротничок. А так вот, вот здесь он получается цельнокроенный. Ну, вот так вот я решила сделать. То есть не отложной, вот так, не отложной, а именно здесь вот у меня стоечка, а сюда он откладывается вот таким вот уголочком. Можно, конечно, сделать было поменьше, можно сделать было еще меньше. То есть здесь можно фантазировать. Полузанос на пальто у меня достаточно большой, вот так вот можно посмотреть, да. Ну и в принципе здесь тоже все вот хорошо. Что касается пуговицы, пуговица верхняя у меня под грудью прям вот первая пуговица у меня под грудью. Здесь я ничего не вымеряла. Вот этот вот, думаю, как ляжет, так ляжет. Здесь я, вот, кстати, когда я показывала дублирование жакета, я там показывала, да, что вот эту часть, линию перегиба лацкана мы не дублируем именно вот там вот какие-то вот миллиметры, да, до 5 миллиметров. А здесь я просто дублировала все сплошняком и думаю, вот как ляжет, так ляжет. Мне захотелось, чтобы вот здесь была такая мягкий сгиб. То есть я его не буду ни заутюживать, никак, ничего. Вот как вот ляжет, так ляжет. Иногда, то есть вот вчера, допустим, был ветер, и я вот так вот спрятала. Там, кстати, можно какую-то пуговку или кнопочку, да, вот сделать вот сюда. Вот так спрятала, а один лацкан наставила. Тоже, кстати, очень прикольно. У меня вот и тепло, да, то есть если, ну, у меня вчера был шелковый шарфик, а ветер был холодный. И вот я решила так вот спрятала, и все замечательно. Да, кстати, вчера еще подумала, надо что-то здесь придумать, вот так вот. Или какой-то крючочек вот там вот
вот там сделать петельку, сюда крючочек и вот так вот застегивать. Тоже, кстати, да, прикольно. Кстати, хочу еще поговорить о рукаве. Немножечко внизу я добавила, хотела сделать как отворот, но потом подумала, что слишком, знаете, как грубовато получается. И просто вот здесь вот я прибавила, то есть пришила как типа вот, не знаю, как сказать, манжет, не манжет, как вот просто пришила на уровне, то есть никакого заужения. 3 пуговицы пришила. Обычно же шьют вот так. То есть здесь шлицу делают, пришивают сюда пуговки, а я решила вот так. Вот такой у меня оригинальный получился декор, да, просто пуговицы. Никакой функции они не несут. На карманах тоже просто пуговицы, никакой функции не несут. И в каждая пуговица у меня продублирована с изнанки маленькой пуговкой. То есть, ну, как бы это даст более такую прочность, наверное, пуговицы. Вот. Пуговицы обычные на маленькой такой ножке, знаете, как она бывает, не петелька и ножка, а вот она прям от пуговицы идет и там дырочка. То есть вот такая вот. Ну, мне в общем, все понравилось. Давайте посмотрим изнанку. То есть изнанка же тоже, да, много о чем говорит все-таки. Давайте я сейчас выверну наизнанку. И, кстати, хотела петельку сделать, но решила, что я не буду вешать именно вот так за петельку, а буду вешать на плечики, ну или на манекен, да. Вот сейчас я вот так вот посажу на манекен изнанкой. Вот они мои. Кстати, сейчас, конечно, плохо сядет, потому что здесь у меня, естественно, подплечники, а подплечники, они у нас, ну, как естественную форму, да, держат. Естественную форму, как это называть? В общем, естественные формы, когда они на лицевую сторону, то они вот так лежат, а так они хотят вот так. Поэтому здесь, может быть, вот будут какие-то бугры. Кстати, подкладочка у меня вот такая интересная. Девочки, подкладка у меня, точно не помню, как называется ткань. Точно помню, что в составе сатин, но это не просто, не чисто сатин, это какой-то смешанная ткань какая-то, достаточно плотная, она похожа на костюмку. Знаете, что-то, я даже вот не знаю, как это объяснить, очень давно покупала ее, она достаточно плотная, она не эластичная, она чем-то похожа на катон, вот по плотности, но у нее гладкая, вот как сатиновая такая поверхность, да, лицевая. Вот. Ну, вот такая вот у меня какая-то подкладка. Я нашла ее, я очень долго, она у меня лежит, и я не знала, к чему ее приспособить. И у нее, смотрите, у меня рукавчики немножко отличаются по цвету, да. То есть у меня, получается, вот этой ткани оставалось немного, я шила какой-то костюм, помню себе, а вот это уже у меня более много, скажем так, остаток, да, в остатке. И вот из нее я сделала рукавчики. Ну, в принципе, не сильно отличаются, да, если так не присматриваться, можно и не обратить внимание. Хотя я, не знаю, мне вот здесь вот поблизости, может быть, мне так кажется, а со стороны, может быть, и видно. Ну, я думаю, что это не столь важно. Смотрите, мне нужно было, вот здесь, во-первых, у меня такой большая складочка такая на свободу, и это необходимо, то есть у меня получается, кстати, да, я детали также разделяла на рельефы в точности повторяют основные детали, основное пальто, и здесь также я делала, как и на жакете, я делала обтачки. И вот эта часть подкладки, она у меня немножко с напуском, но здесь не видно почему-то, но я добавляла еще 1,5 сантиметра на свободу. То есть у меня и здесь свобода, и здесь свобода. Оно должно быть. Ну и здесь я делала прихваточки, знаете, такие маленькие закрепочки, чтобы у меня эти обтачки не вываливались сзади из-под подола. В общем, вот такое у меня получилось пальтишко. Первый раз я показывала на себе, но у меня камера стояла неправильно. Камера стояла сверху вниз. Ну, вот так вот я поставила камеру. Не знаю, почему так поставила. Вот, смотрите, рукавчики, ну, вполне на месте. Вот косточка, она даже не доходит до косточки рукав. То есть, как бы, ну, или доходит, я просто руку не так поставила. Вот, плечи на месте, мои плечи.
Но плечи, конечно же, больше, потому что здесь такой хороший такой подплечник. Ну, прям хороший такой подплечник. Нечего здесь нам так стоять. Вот. По объему, конечно же, есть свобода, потому что... Но, кстати, я немножко убирала по объему по низу. У меня по выкройке... Ну, я, наверное, потому что похудела. В общем, мне нужно было убрать по низу, я еще ушивала. Брала по своей базе, все это, как говорится, шила, все это краила, а потом по низу убирала. Во-первых, это чистая шерсть, и она при ВТО немножечко, так, знаете, как не растянулась, а расслабилась, я бы сказала так. Расслабилась и немножечко стало больше. Вот. И, ну и во-вторых, я похудела, да. Вот такой вот у меня. Мне очень нравится. А вот с этим комплектом вообще прям супер бомба. Я вставлю картинку, посмотрите. Сегодня ходили с мужем на почту, и я попросила его сфоткать себя. Вот. В общем, о пальто все. Мастер-класса, я уже говорила, не будет. Я ничего не снимала. Я его сшила. Кстати, вот смотрите, жакет я шила. Сколько? Там 2-3 недели я его шила. Я уже даже не помню. Пальто я сшила, не объясняя ничего, не показывая, не рассказывая, просто сама с собой включила себе фоновую какую-то музыку или там кино, какой-нибудь сериал и шила. Я его сшила за 3 дня. И то, знаете, так лениво шила, потому что вот я намучилась еще с дублированием, да, я уже говорила, дублирование деталей. В общем, я помучилась, но, однако же, я сшила его не за 3 недели, а всего за 3 дня. Ну и, наверное, сейчас давайте немножечко поговорим о моем процессе похудения. Последние несколько, наверное, даже недель или последние несколько дней у меня вес стоял 60, 59,7. 60, 59,7. И вот буквально вчера и позавчера, то есть вчера и сегодня, да, он стал опять уменьшаться. Почему он у меня так прыгал? Ну, то есть я бы сказала даже, что он держался, он просто стоял. Почему? Потому что я себя расслабила, кушала не то, что нужно. Ну, я не знаю, видите, когда мы начинаем худеть, я-то как бы уже давно этот процесс запустила себе, да, но у меня сейчас муж в отпуске, а муж только-только начал не то что худеть, а вообще как бы тоже вместе со мной занялся своим здоровьем. Ну и хочется ему тоже как бы, да, и выглядеть, и чувствовать, ощущать себя тоже более так здоровым, молодым. Ну, я, наверное, думаю, что многие к нашему возрасту об этом думает. И, в общем, тоже подсела на эту программу, я уже рассказывала, вот эту программу подсчет калорий, завешивание каждое утро, то есть, ну, вот и самочувствие, да, вот как мы ощущаем себя. Вот. И когда ты только начинаешь, как бы это в мозгу у тебя происходит так, как? Вот ты себя, то есть как это получается, что ты как будто бы думаешь, что ты себя в чем-то ограничиваешь. А по факту нет. Получается, что вот я когда стала записывать себе вот эти вот калории, да, подсчитывать, и получается, что мне кажется, что я кушаю больше, чем ела тогда, когда начала, в прошлом году, когда начала ходить в центр коррекции фигуры. Меня там заставляли, не то что заставляли, а просто там как бы такую диету давали, что у тебя просто прием, завтрак 250 грамм, общий завтрак, обед 250 грамм еды, я имею в виду всего, вот что ты ешь, вот общее, считаешь 250 грамм всего за раз. И неважно, сколько ты весишь, неважно, сколько тебе лет, там, то есть просто одна на всех диета, одна на всех. Естественно, там есть запрещенные какие-то продукты, есть сами блюда, да, то есть есть вот первый день, второй день, третий день, и еще, кстати, каждые 10 дней разгрузочные, то есть ты себе сидишь либо на бульоне, чисто бульон там какой-то рыбный или мясной, либо на кисломолочке раз в 10 дней. Худеешь ты, да, очень быстро, очень легко, но при этом ощущение вот это вот, что ты все время голодный, что тебе хочется все время жрать, ой, простите, кушать, да, оно тебя не покидает. И вот
Я сейчас предполагаю, что у моего мужа то же самое сейчас началось. То есть я его подсадила на эту программу, он и взвешивается, он и отсчитывает калорий. Единственное, что сейчас он сам по себе у меня качок, но сейчас какое-то время уже не ходит, не тренируется. И, ну, такой на расслабоне, да, то есть, ну, в этом смысле он физической нагрузки никакой нет. Единственное, что да, он ходит, он очень много ходит пешком, далеко и подолгу. Вот. И, ну, все-таки я о чем сейчас говорю? О том, что когда мы начинаем какой-то вообще процесс, неважно, там, это спорт или это еда, какое-то питание другое, и у тебя в голове происходит, что тебе как то ли самовнушение, то ли что, как будто бы ты себя в чем-то ограничиваешь. И началось. Ой, я хочу печеньку, ой, я хочу вафельку, ой, я хочу то, я хочу это. То есть у него, да, а я-то за ним, я рядом, но я тоже хочу. И я вот раз съела, два съела, потом сказала, нет, хватит, у меня вот вес держится, а я хочу немножечко все-таки еще, немножечко, но скинуть. Но, девочки, если я найду, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году я примеряла платье, и мне там даже комментарии писали, что вам такие платья нельзя носить, потому что живот прям выпирает. Я покажу, если я найду, я покажу, я ставлю картинку или какой-нибудь там фрагмент видео, да, где я показываю это платье. Я сейчас покажу вам свой живот. Ну вот платье, да, как бы не видно. А вот если я вот так вот сделаю, ну живота нет, видите? Нет, просто нет живота. И вы не представляете, какая это легкость. Во-первых, ушли вот эти валики под грудью. Я их даже сейчас нащупать не могу. Еще пару лет назад у меня вот здесь прям вот шары, прям вот такие вот надувались под бюстгальтером. Прям вот шары. Шар и талия. Дальше опять шар, и это уже пузо. Я все-таки хожу еще в центр коррекции фигуры, и я занимаюсь стретчингом. То есть бег по утрам, стретчинг, это все я сейчас занимаюсь. Подтягивается, то есть я худею, у меня не обвисает кожа, она у меня подтягивается кожа. Это за счет, наверное, все-таки я думаю, что за счет центра коррекции аппаратной коррекции фигуры. Вот, то есть там мне делают эту вот подтяжку вот этими всякими. Это, знаете, как, можно сказать, это какие-то массажи, жесткие массажи, легкие массажи, там вакуум подводный, то есть там много всякого интересного. Если у вас в городе есть, то обязательно сходите. Хотя бы попробовать 5 дней походить по программе, это очень здорово. Даже просто вот ощущения ваши после вот этого посещения салона, ты приходишь домой, ты просто летаешь. Ну это вот у меня так было, я не знаю, как у других будет, у меня прям вот так было. Я сейчас делаю себе перерыв, кстати, вот завтра я иду еще один раз на турбо по всему телу. Это вот такой вот прям массаж, там специальная там вибрация такая, какие-то палочки, шарики там и вибрация вот по всему телу тебе. Ой, ну классно вообще, ощущения обалденные. И она не только тебе дает, разгоняет жир, но и подтягивает кожу. Кстати, очень здорово. Мне даже вот в салоне говорят, что для вашего возраста вы выглядите неплохо. Я говорю, ну спасибо. Конечно, приятно. Почему нет? Конечно, приятно, когда тебе говорят, когда тебе за 50, даже если чуть-чуть за 50, а тебе говорят, что ты вот хорошо выглядишь. Вот. Поэтому я продолжаю считать калорий. У меня, я, кстати, не сказала, у меня сегодня 59,5. Я напомню, я начинала с 62, и у меня уже, сколько я хожу, по-моему, ну, чуть больше 30 дней. 6 недель, даже не чуть больше 30 дней, 6 недель у меня уже вот тут прям написано. 6 недель я взвешиваюсь, но у меня было вот где-то с середины ноября до конца ноября, вот 2 недели, да, у меня держался вес, 2 недели, да, я сказала 3, в общем, 2 недели у меня держался вес, вот так вот прыгал, плюс 200, минус 200, плюс 200, минус 200, вот так вот. Ну, это я и говорю, что вот у меня муж, я хочу то, я хочу это, и я вместе с ним то фруктиков каких-то, то печенюжек каких-то. Но, конечно, я, например, да и муж мой тоже, мы не сможем без таких вот вкусняшек, мы не сможем вообще от них отказаться. Поэтому мы просто, я вот взяла, допустим, пачечку, да, сегодня вафли Яшкино, и мы вот по одной штучке в день, и то хорошо, да,
по одной штучке в день, вроде как и калории там, ну, их много, да, но одна штучка в день как бы неплохо. Но ты уже понимаешь, что ты ее принял, вот эту вот дозу, или как она там, вот эту вот пайку, ну, допинг, сладкий допинг ты принял, и тебе уже хорошо от этого, все, можешь расслабиться, и здорово. А вообще, кстати, очень сдерживает вот этот подсчет калорий. Сегодня мы, кстати, данные, а, поменяли данные, у меня остались те же полторы тысячи, а у мужа на 100 калорий уменьшилось. То есть было 2400, сейчас ему нужно есть 2300. Вот. То есть, ну, вроде как бегать я продолжаю, стретчинг я продолжаю 2 раза в неделю, по часу. Очень устаю после него. А вчера, кстати, не знаю, вот то, что ли у нас погода такая была, что прям вот сонные ходили оба с мужем, прям спать хочу. Я уже хотела отменить, у меня вчера был сеанс стретчинга, уже хотела отменить, но потом думаю, ладно, не надо себя жалеть так сильно. Думаю, пускай помучаюсь, немножко встрепенуться надо. И вот я позанималась. Правда, вчера было почему-то 40 минут всего. Ну, видимо, я хотела прям в ускоренном темпе все это делала. Хотела быстрее отвязаться от этой бедной Ники. Вот. Вот получилось всего 40 минут. Но ничего, как бы я встряхнулась, я немножечко пободрее стала, ну, как бы легче стало, и пошла уже готовить ужин. А так вот я прям лежала, валялась, не могла прям. Я говорю, вот прям хорошо, что я не отказалась, а наоборот позанималась, размялась, скажем так, немножко. Вот. Ну, в принципе, и все, как бы про вес я сказала. Немножечко, но все-таки он тает. А, кстати, вы меня спрашивали, да, что я ем. Я сейчас себе сделала, то есть я прям вот подсела, наверное, по утрам на молочные каши. Любую кашу. Молочная рисовая, молочная пшённая, молочная или там геркулесовая каша на молоке, манная каша, неважно. И я ее ем, ну, при моем весе, да, сейчас 59,5, я ее ем по 250, по 300 грамм за раз, ну, за завтрак. Плюс масло грамм 10, ну, там 8-10, там, смотря, это масло сливочное, да. Могу добавить туда каких-то сухофруктов, но я изюм добавляю, хотя изюм под запретом вообще, в принципе, потому что там очень много сахара. Но и я себе как бы разрешаю. Чуть-чуть, буквально там, не знаю, 10-15 грамм насыплю, размягченного уже, кипятком заливаю, вот размягчаю и уже сыплю. Ну, грамм 10-15, не больше. Вот, что еще? Яйцо утром. Опять же, каша, масло, яйцо. Все, вот это вот. Яйцо я делаю одно, но там еще по весу, смотря сколько вам нужно калорий в день съедать, можно два. У меня муж съедает 2 яйца, ему нормально. Вот, я беру одно яйцо. В обед, ну в обед уже что-то мы едим такое мясное. Мы иногда позволяем себе макароны, но реже. Лучше какую-то крупу. Допустим, каша, например, отварная гречка. Какой-то подлив с мясом. Но, видите, мы не едим говядину, но мы едим свинину, не жирную свинину. Мы берем окорок, она не жирная, она совсем не жирная, очень мягкая, очень, очень классная. Ее даже переваривать не надо, ее просто вот немножко поджарила, она мягенькая. И курицу. Курицу мы можем брать, допустим, голень обжарить или грудку куриную, да, я делаю часто подливку, или, допустим, какое-то рагу, либо с курицей, либо с красной рыбой. Вот у нас была горбуша или китай, уже не помню. Я ее убираю косточки, все косточки, шкурку оставляю, она тоненькая достаточно, такая жирненькая, хорошенькая, вкусненькая, я очень ее люблю. И режу прям кубиками эту рыбу красную. И режу кубиками, и вот так я ее делаю как рагу, да, тушеные с овощами. Овощи это помидорки, перец болгарский, лук, морковь. Что еще? Могу туда горошек положить или кукурузу. Ну, то есть, понятно, да, вот это вот все. Помидорки я сказала? Сказала. В общем, вот это вот все, пассировку, зажарку, не знаю, как правильно сказать. В общем, с овощами. Овощей так нормально много, да, делаю. И
получается очень вкусно. Ну и, естественно, какой-то гарнир, это либо картошка, что, кстати, тоже была под запретом в том меню, о котором я ранее говорила, которое по 250 грамм в день, ну и за раз. Картошку отварную, либо пюре, гречка, рис. Недавно ели перловку, тоже, кстати, вкусно. Ну, то есть, вот так. А на ужин, кстати, на обед еще, да, еще плюс овощи. То есть мы едим, значит, какую-нибудь крупу, допустим, отварная гречка, плюс подливка, например, куриная с куриного мяса, и какой-то овощ, ну или несколько овощей, да, там, ну, все это взвешиваешь, конечно же, все это отдельно взвешиваешь, и это, вот сегодня мы кушали, допустим, морковкой с чесноком и майонезом. Кстати, майонез меньше калорий в майонезе, чем в масле. Оливковое масло, растительное масло, неважно, но майонез немножечко калорий меньше. Ну, а я майонез очень люблю и до сих пор от него не отказалась, хотя говорят, что он вреден. Ну вот, я себе позволяю. Немного, правда, раньше было много, прям я без майонеза прям вообще жить не могла. Сейчас более так, немножко добавила для вкуса, там, для мягкости, может быть, для сочности, не знаю. Вот, и в принципе, вот это вот обед. Можно, да, кстати, можно пить и утром, и днем, и вечером. Я себе делаю, либо это йогурт, ну, у нас он сахалинский, такой жидкий йогурт, либо снежок, снежок мы все знаем, да, такой напиток молочный или кисломолочный, лактиналь, либо молоко, либо чай, то есть, в принципе, тут что угодно ты можешь пить, но главное надо написать, потому что если, допустим, просто чай, то там 0 калорий. Если он с сахаром, с лимоном, то там уже есть какая-то калорийность. Вот. Ну и ужин. Ужин у меня, опять же, яйцо. То есть у меня, получается, для моего веса хватает утром одного яйца и вечером одного яйца. Муж у меня ест, у него вес к 90 сейчас, чуть-чуть меньше, там 88-87. Ну, я так сказала, да, но по сравнению со мной, да, там плюс 30 килограмм. Вот, он ест по 2 яйца, утром 2 и вечером 2. И вечером я ем овощной салат, либо с маслом, либо с майонезом, и яйцо. Ну и в принципе все. Ну и могу там чай попить. Чай попить, могу еще конфетку пососать. Потому что, чтобы, наверное, мозг успокоить, что я его чего-то лишаю, да, могу пососать конфетку. Дюшес, барбарис, и вот что-то такое, да. Или как-то вот есть молочная такая конфетка, она голубенькая и розовенькая, не помню, как называется. Молочная какая-то конфетка. Вот, вот такие вот пососать, да, могу себе позволить. Там, допустим, после ужина закинула в рот и пошла отдыхать. Все, кстати, время. Время тоже немаловажно. Между приемом пищи должно быть не менее или не более 4 часа. То есть я стараюсь, у меня будильник стоит на каждый прием пищи. У меня получается, я встаю, начинаю бегать, 15 минут у меня бег, потом я пью воду, то есть я взвешиваюсь, пью воду, и где-то через, ну, то есть иду с собакой гулять, и вот где-то вот у меня получается бег. Потом я иду на прогулку, где-то минут 15, 20, 30, бывает и 40, да, смотря как там собака захочет. Вот, еще и ходьбы. Ну вот, а потом у меня, получается, в 9 начинается завтрак. В 9 начинается завтрак, ну, примерно полчаса ты на него тратишь, да. Значит, в 13 часов у меня начинается обед, опять же, полчаса примерно. И в 17 часов у меня начинается ужин. Опять же, примерно полчаса. Получается, что до 6 нужно поесть. Все, после 6 там только пьем. Я стараюсь уже где-то после 7 не пить вообще. Ну, если очень хочется, конечно, пару глотков я сделаю. Неважно, там водичка это будет или чай. Если очень хочется, я себе не отказываю, девочки. И вообще, в принципе, отказывать себе это очень большой стресс. А стресс у нас вызывает всякие болячки ненужные. То есть, допустим, как бросаешь курить, это стресс. Бросаешь есть, это стресс. Или там просто не есть, а что-то ограничиваешь себя. Например, ты любишь виноград, да, а нельзя виноград
этим диабетикам. Виноград изюмным нельзя. Но если ты очень любишь виноград, я считаю, что одну-две ягодки можно съесть и себе просто себя успокоить. Я считаю так. Не знаю, у меня, конечно, нет диабета, но мне многие говорят, что мне нельзя сладкое. А я совсем от сладкого не отказалась. Я просто его уменьшила. Сначала уменьшила чуть-чуть, потом еще чуть-чуть. И вот так вот потихонечку, постепенно, в принципе, неплохо. Я считаю, что вообще отказываться резко от чего-то такого приятного, от того, что ты любишь, от того, что ты прям в жизни себе не представляешь, нельзя. Вот. Просто нужно уменьшить дозу, норму, или как это правильно сказать, уменьшить количество. Вот. В общем, я всем вам желаю здоровья крепкого. Любите себя такими, какие вы есть. И если у вас есть силы, желания и возможности, занимайтесь собой дополнительно. Да, это просто то, что вы можете. Бег на месте дома под хорошую классную музыку, я думаю, могут все. Если не можете бегать, допустим, если у вас на самом деле там, тяжелый вес большой, или больные ноги, или еще что-то. У меня у мамы очень больные ноги, но она, когда начинает бегать, у нее ноги перестают болеть. У меня, кстати, тоже, я, заметила, что когда начинаешь бегать, болит все, от пятки до поясницы, болят все ноги. А через там какое-то время, несколько минут, все это проходит, ты ускоряешься, и все начинается замечательно. И чем больше ты бегаешь, то есть я имею в виду не в один день, а вот чем больше дней ты бегаешь, тем дальше, тем меньше у тебя болит, тем легче тебе бегать, тем больше у тебя настроение лучше, да, то есть, все это увеличивается. Поэтому, если вы не можете бегать, то есть есть какие-то причины, просто ходите под какую-то хорошую музыку. Можно, допустим, походили, там где-то пританцовывая, там немножечко походили, да, то есть подвигали там каким-то, торсом, руками, головой, то есть, все потихонечку. Я, кстати, тоже не просто бегаю. Я бегаю, там руками махаю, там иногда беру с собой там по пол-литра бутылочки, да, там что-то делаю руками. И тазом шевелю, то есть, как-то, потому что музыка, а как под музыку не танцевать? Какие-то делаешь танцевальные движения, какие-то, в общем, бодряк, в общем, класс. После этого я иду, когда гулять, и я такой кайф испытываю, знаете, мороз, утром, да, мороз, изо рта пар, а ты чувствуешь себя прям такой и такой кайфово, прям идешь ты прям весь такой. И я думала сначала первое время, я думала, что я заболею, простыну, потому что, как говорится, разгорячишься дома и идешь на улицу, и нет, сколько уже оказывается, 6 недель я уже занимаюсь, бег, по-моему, у меня подольше, программу эту скачала попозже немножко, может быть, месяца 2, да. Я всего лишь бегаю и просто ощущаю кайф, особенно по утрам. Просто кайф. Поэтому всем советую. И еще раз говорю, всем желаю здоровья, берегите себя, любите себя и занимайтесь каким-то спортом легким. Всем пока!